Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 декабря. Давайте с вами узнаем, что или кто появится неожиданно. И, возможно, это как сама по себе возможность, да? Или вам доведется принимать важные решения и делать в чем-то первый шаг. Или это будет новость, информация, которую вы просто услышите, может быть, и средства массовой информации. Возможно, это будет связано вот как со словом «кто», конкретная персона, какой-то человек, который придет буквально, или как гонец, вестник, который тоже принесет вам какую-то информацию, которую следует додумать, или каким-то образом это оказывает влияние на вашу жизнь. Вот давайте с вами и узнаем. Но первыми у нас будут 3 вопроса, как знаки судьбы, и мы их выполним на колоде Таро 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Ну, закрытые двери – это такое, ну, может быть, и препятствие, которое нам нужно решить, как-то преодолеть. Или обычно карты дают сразу подсказку, ведь это, по сути, колода метафорических карт. Каков ключ будет, да, чтобы эти двери открылись? Ну, давайте узнаем. Не задаем конкретных вопросов, просто пусть нам карты расскажут, как потоковую информацию, с чем могут быть связаны события ближайших 10 дней. С кем или с чем, что случится, что произойдет. Второй знак судьбы и третий знак судьбы. Так что или кто появится неожиданно? Достанем конкретно такую карту. С чем будут связаны неожиданности с 1 по 10 декабря? И представьте, мои дорогие, декабрь. Кажется, недавно был январь, правда? Время летит. А уже конец года. Итак, что или кто появится неожиданно? И немножко раскроем эту тему. И второй вопрос. На пороге каких событий вы стоите? Зачем это нужно? Или что вам сейчас нужно услышать, важно знать? И третья карта, к чему это все идет или как все обернется. И по основным сферам жизни, любовь, личная жизнь, в целом взаимоотношения, чего ждать. Что ждет в сфере финансов и что ждет вас, мои дорогие, это ваши достижения. У кого-то работа, у кого-то учеба, важные встречи, может быть и согласования, документы, словом, у кого что. Первый знак судьбы. Король Пентаклей. Но это где-то и вы можете быть в таких энергиях. К примеру, король Пентаклей говорит о наших близких, о супругах буквально. Может быть и родственники, хотя точно так же карта может говорить, что мы можем отправиться в банк и что-то согласовывать, подписывать документы. Если мы про двери, дверь сейфа, мои дорогие. Поэтому это своеобразный ключ к решению каких-то финансовых вопросов, который будет в ваших руках. Но карта, она такая, знаете, консервативная. Король Пентаклей – это великий консерватор. Не собирается он ничего менять. И терять, кстати, он тоже ничего не собирается. Поэтому для некоторых из вас это, знаете, вопросы, правда, пары и некоторая ревность. Вот такой момент тоже. Есть, может быть, и тема, в которой нужно принять такое Соломоново решение, да, мудрое какое-то решение. Но тут мы все-таки больше направлены, или действия, наше понимание направлено на то, чтобы сохранять. Вообще очень хорошая карта. Она может свидетельствовать о том, что на самом деле какой-то даже сложный вопрос финансовый у вас получится решить. Вот именно благодаря где-то иррационализму, потому что король Пентакли умеет думать рационально. Это тот человек, сильный человек, который надеется сам на себя. Это может быть и помощь от конкретного человека. И если так, вот у нас видео, и пусть это 3 знака судьбы, но может быть это у вас есть в вашем круге ближайшем люди, не обязательно это как ваш партнер по браку, да, а может быть для кого-то друг или руководитель на работе, коллега или ваш партнер по бизнесу, да, какое-то взаимодействие именно с человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Кстати, об этом далеко не каждые люди знают. И я должна сказать, попутно у нас ретро-уран в Тельце как раз. И все то, что с Тельцом связано, это
по сути, вопросы благополучия. Это и дом, это и финансы, но это еще и взаимоотношения между близкими. Может быть, вот тут как все переплетается, да, и дом, вопросы жилья, вопросы финансов, вопросы взаимоотношений. Но это все желание свести к какой-то стабилизации, адаптации, к большему пониманию процесса, вот так в целом, ну или процессов каких-то. Давайте откроем второй знак судьбы. У вас, мои дорогие, есть возможность что-то стабилизировать. Кстати, я все-таки должна сказать, это карта будущего, и первая король Пентаклей для кого-то может означать помощь. Помощь конкретного человека, хотя, может быть, это и вы кому-то помогаете, кто знает. Но тогда это взаимопомощь, которая имеет на будущее свое продолжение. И это неплохо, кстати, нет. Потому что по этой карте, может быть, вы и пересматривать будете, допустим, уровень, да, вот этой помощи. Или кто-то может в отношении вас пересматривать. Но, видимо, есть необходимость, как и с вашей стороны, или какой-то расчет, так и со стороны другого человека. И имеется в виду не тот расчет, который такой холодный, коварный план. Нет. Ну, какие-то реальные темы, может быть, по деньгам вам придется пересматривать, или по вашей занятости, по вашему труду. Но тут же самое главное, тройка жезлов, мы уже понимаем, куда мы идем. Вот по этой карте мы точно знаем, чего мы хотим достичь. Есть ясность, самое главное. Поэтому какие-то вопросы у вас могут проясниться. Как и по конкретной персоне, кстати, но так и по вашей работе, к примеру. Откуда к вам приходят деньги, да? Или откуда они будут приходить к вам в будущем. У нас время такое, когда это соответствует, особенно ретро-уран в Тельце, а уже в следующем году у нас выйдет сначала из ретро-движения Уран, это произойдет 4 февраля, забегая немного вперед. Но есть смысл вот эту траекторию для себя рассмотреть. Вообще, конечно, перейдите на мой сайт, потому что там у меня, я специально, последние мои статьи, они больше связаны как раз окончание 2025 и каким образом это влияет на 26 год. Поэтому то, что вы сейчас создаете, креативите, решаете, оказывает влияние на последующие события в вашей жизни, самое главное, на качество жизни. Вот, это немаловажно. Но тут уже есть заделы на будущее, поэтому есть какой-то прогресс. Зачем мы это делаем, для чего мы это делаем? Вообще это какая-то осознанная осмысленность нашей жизни. Может быть, где-то вы будете и пересматривать, кстати, предыдущие планы, и пересматривать вот именно с позиции денег. Начала говорить об уране, ретро-уране в Тельце. Все идет в целом, если мы так возьмем общий фон по миру, неважно, в какой стране вы находитесь, все идет, как знаете, мы знаем, что у нас сейчас цифровая эпоха, и это касается финансов. Поэтому Уран, он все дробит, мои дорогие. И когда даже Уран перейдет в Близнецы, это уже в апреле будет, 26 года, причем в конце апреля, 26 тоже числа, то мы ожидаем, что те процессы, которые уже запущены, и мы слышим, что нам говорят, да, цифровизация вот будет, смена взаиморасчетов, то есть все к этому идет. Может быть, мы прежде это и отметали, говорили, да нет, этого не будет, или, знаете, я там такое ничего не хочу. Надо быть готовым к тому, что то, что было запущено словно сильными мира сего, нам будет объявлено. Поэтому мир идет в сторону вот именно вот этого направления. И дважды это будет проигрываться, потому что Уран будет в Близнецах. И это вот все новые технологии. Вот Уран там по части технологий, каких-то революционных инноваций. Вот в Близнецах он себя чувствует великолепно. А у Тельца, кстати, он будет во втором доме гороскопа. И это финансы. Кое-какой смысл это имеет и для вас. И, кстати, ретро, Уран. Для чего Уран вернулся именно в Телец и пробудет до 26 апреля? А чтобы помочь знакам Земли и воды упорядочить свою жизнь. Вот и вы как будто с прицелом на будущее упорядочиваете сейчас вашу жизнь. А может быть и что-то будете изучать уже где-то с 10 по 20. Или как идея сама по себе родится такая. Стоит только захотеть, да.
Карта мага. Я хочу, я могу, у меня получится. Девиз мага. И магами не рождаются, ими становятся. Да, я, конечно, не исключаю, что и вы можете среди каких-то манипуляторов оказаться. Все-таки знак судьбы это примите в расчет. Но и у вас сильная позиция, возможности. Но, наверное, что-то переиграть с учетом ситуации все-таки вам придется. И слушайте свою интуицию, мои дорогие. Явно по магу всегда какой-то альтернативный вариант идет. Думали одно, а получается как-то по-другому, да, и нам действовать нужно по-другому. Так, возможно, как от нас никто не ожидает. М, Маг немногословен, он никому не афиширует, что он собирается делать. Вот где-то этот знак судьбы тоже примите во внимание. Счастье и удача любят тишину. Но я так думаю, что вот как раз ваш знак зодиака идеально это понимает, и вы, тем более, люди очень интуитивные. Вот переложите, наверное, на ту тему, которая вам покоя не дает. Вот эти 3 карты, как вы их чувствуете? Карту будущего, карту стабильности, порядка, надежности. Может быть, и связано с окружением, может быть, с конкретными людьми, с которыми вам нужно красиво как-то провзаимодействовать. И я должна сказать, есть колоды карт, где прорисованы, ну, вот как бы арканы соответствия знаком зодиака. Так вот это близнецы, вот как раз к Урану в близнецах, то, что я только что описала, когда будет все меняться. И близнецы, они, их особенность как раз тем, что они умеют быстро перестраиваться. Вот вам что-то перестроить, а то и самому перестроиться. Ладно, а что или кто? Появится неожиданно двойка пентаклей, а что-то, то, что хорошо знакомое, мои дорогие. Какое-то взаимодействие. С чем-то вы держали или с кем-то, кстати, баланс. Это я допускаю, что какой-то человек, которого вы знали, ну, продолжится взаимоотношения. Но, может быть, какая-то новость неожиданная приходит от человека. Что от вас требуется? Держать баланс. И здесь буквально баланс в деньгах, да, как будто мы жонглируем, жонглёр буквально показан. Но и ведь посмотрите, равновесие, он как на качелях стоит. Двойной какой-то баланс. Одно есть, это где-то как про мага. Тот вообще, стоя на одной ноге, на одном пентакле, тем не менее, он даже не смотрит себе под ноги. Он все чувствует. Слушайте интуицию. Карта, кстати, вам говорит, что хоть и деньги есть, деньги будут. Вам деньги могут пригодиться. И этот период, если мы конкретно с 1 по 10 декабря, как будто ты обойдешься двумя пентаклями. Здесь есть что-то важное. Тут более важным, к примеру, дипломатия будет. Умение договориться. Не заплатить за что-то даже. А может быть, вы и вообще не будете платить. А от того, как вы договоритесь. Ну-ка, дайте-ка я еще одну карту достану. Вот непонятно. Так что или кто появится неожиданно? А у вас выбор какой-то. Новость. Пажи — это, конечно, вестники. Вот тут вестник какой-то появится. Причем, может быть, новость-то новая, тут явно что-то новое. Или какой-то новый вариант, новый метод. А лицо, как будто человек, может быть и тот, кого вы уже знали. Что или кто появится неожиданно. Вот смотрите, ваша задача от чего-то не отказаться. Это карта, когда нам, ну или возможность, словно подает судьба, как вот этот кубок, а мы даже в ту сторону не смотрим. А мы вот все привыкли где-то в какой-то упряжке, мои дорогие, словно впряглись и едем, да? Ну, наверное, вот известная фраза: «Если ты не вожак, пейзаж не поменяется». Вот вам нужно изменить свой пейзаж, изменить направление, изменить самих себя. Как будто если мы на что-то не решимся, то изменений не будет. Здесь может быть неожиданная новость, которую вам обязательно нужно додумать. Найти достоверную информацию, дополнительную какую-то информацию. Что еще? Вот интересно. Ну, какие-то рациональные решения найти, как работает, допустим, в отношении вас закон. Тут явно какая-то тема по жезлов. Это жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Мы с вами где-то об этом говорили. И карта будущего, как раз тройка жезлов у вас выпадает. Это на дела и на какие-то ваши свершения, достижения, честолюбивые планы. Может быть, где-то и финансы. Но вот холодная голова и знание законов, так и хочется сказать. Когда мы не включаемся, для вас
не включиться куда-то, понимаете? С одной стороны, хоть нам и напрямую не говорят, что кто-то нас провоцирует, допустим, да, на какой-то конфликт, но это ведь общая карта, мы все разные, мы же с вами не персонажи на картах. Вот у кого-то может быть тот хороший знакомый, ну, может быть и в кавычках хороший, я имею в виду тот человек, который явно вам известен, вполне вероятно, приносит какую-то весть, или, может, он сам думал одно, потом взял да передумал. И тогда карта вам будет однозначно давать подсказку: держи баланс до того момента, пока ты не сделаешь какие-то выводы, пока ты с чем-то не разберешься. И тебе важно будет, не оглядываясь назад, имеется в виду, не используя прежние методы, тебе просто необходимо, может быть, будет держать этот баланс, чтобы выиграть время, мои дорогие. Словно отступить пару шагов назад, а за это время, это не значит, что мы бездействуем, а в это время вы будете искать нужную информацию, узнавать, как работает закон, или что-то согласовывать с официальными лицами. Король мечей, конечно, может говорить и о конкретном человеке, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха. Близнецы, весы, водолей. Или там имеет асцендент. Но вот есть какое-то взаимодействие. Хотя это могут быть совершенно разные люди. Весть принес один человек, а помогает вам что-то решить человек другой. Или, кстати, здесь может для кого-то и другая быть конфигурация. Тот человек, который, и может быть как раз и принадлежит к одному из знаков стихии воздуха или имеет там асцендент. Раньше он какую-то ситуацию поставил на паузу. И вот она, как эта двойка пентаклей, вроде продолжается, но прогресса нет. Вот просто удерживают баланс оба, и вы, и со стороны другого человека. Мне не важно, у кого-то личная жизнь, у кого-то это может быть ситуация по работе. Но вот наступает период, может быть, когда человек хочет определиться, а вы к этому времени как будто уже махнули на это рукой. Вы, вот у кого-то и так проиграется. Вам как будто подают кубок, а вы не хотите в этом участвовать. А кто знает, все-таки карта будущего. Тут какое-то продолжение следует, это точно. Ладно, вот давайте проясним дальше. На пороге каких событий вы стоите? Ух ты, праздник вообще-то, слушайте. Тут такая, знаете, запутанная история даже для вас может решиться, правда? Может быть, на человека какие-то прежде влияли как третьи силы или какая-то ситуация, да, которая была связана и с вами, и с человеком, и еще с кем-либо. Хотя в этой колоде конкретно праздник, мои дорогие, это радость. У вас что-то получается. Может быть, вы будете планировать какую-то даже встречу. Возможно, ну, у нас декабрь, понятно, праздник. Но все-таки у нас много деловых карт выпало до этой карты, поэтому... Я так вижу. Какие события спешат на ваш порог? Добрые события спешат на ваш порог. И, кстати, планетарно это тоже подтверждается. Но давайте узнаем, к чему все идет, как это обернется. Король жезлов. Приготовьтесь, мои дорогие, уже 3 короля. Железно в моих раскладах, когда выпадает так много королей, это значит, вам придется, хотим мы или нет, но как-то так волею судьбы мы можем оказаться среди, к примеру, кто-то из вас среди людей, которые стоят несколько выше как на лестнице иерархии. Это официальные лица. Или, в принципе, много согласований с чиновниками. Хотим мы или нет, а нам нужно как будто везде успеть. Может быть, и в банк нам успеть, и к юристам успеть, и еще какой-то персоне успеть. То есть много, как и общения, но это тянет за собой и аналитику, и принятие каких-то решений. Поэтому скучать вам будет некогда. Но, видимо, оно того стоит, потому что радость в этом есть. Здесь будет, знаете как, с одной стороны, все-таки вот эта холодная голова вам будет помогать. Потому что к чему, если мы спросили, все идет. Я всегда по этой карте говорю, это нас кто-то может увлечь. Харизматичный лидер, да, мы говорим, король жезлов. Но лидер же, не забываем, харизма, да, она действует как магнит. Нам хочется быть, может быть, рядом с конкретным человеком. И может быть, это человек, рожденный под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец.
Тут у вас много людей в разных сферах жизни. Может быть, есть и люди, которые по части финансов, есть и люди, которые даже независимый эксперт. Вот, кстати, по королю мечей у кого-то тоже может выступать. Но есть иногда это карта страсти, да, к чему все идет. Иногда и страсть движущая сила, допустим, в личной жизни. Но тут есть один нюанс. Ведь это как командир. Это тот человек, который отдает приказы. Может быть, это официальное лицо, опять же, да? Вот вы перекладываете на свою жизнь. Я уже сказала, много людей. Кто кем окажется, сказать сложно. У каждого своя судьба. Но самое главное, вам действовать придется в одиночку. Вас кто-то может, знаете, как заразить какой-то идеей. Или, может быть, есть человек, от которого вы услышите важную новость, и она вас чем-то и вдохновит, и словно откроет перед вами какие-то более ясные перспективы, когда вы будете знать, что вам делать и как вам поступать. Но, опять же, участвовать придется в этом деле и надеяться только на самого себя. Потому что у нас король жезлов, мне очень нравится, как в этой колоде, я часто это говорю, а в других колодах это не прорисовано. Он как будто показывает что-то на карте. Вот у кого-то может быть попутно и с переездом связано, или какая-то тема поездки, да? У кого-то подальше, у кого-то поближе. Но он показывает на карте кому? Коту. То есть вот ждать помощи от кого-то не стоит. Вот о чем вам говорят карты. Но я давайте еще одну достану. Вот интересный у вас расклад. Ага, ну да, вот это все то, что я говорила. Как бы ни строились, мои дорогие, партнерские отношения, королева мечей, король мечей, вроде пара. А ведь и правда у кого-то это пространство, прострастную любовь. Но тогда это двое сложных людей, которые каждый вот как сам по себе. Из этого может получиться какой-то интересный союз, может быть, отчасти работы даже, да, или как продолжение этих контактов, но вам это для чего-то нужно. Может быть, это точно так же есть интересы с другой стороны, но почему бы и нет? Карты ведь ничего не отрицают. Тут много людей, но тут и много мыслей по части конкретных персон у вас будет. К чему все идет? Опять же, королева мечей про образ Юдифи. Надейся сама на себя. Ну или надейся сам на себя, может быть и так. Потому как мы знаем, да, читали, если Ветхий Завет и, в принципе, история. Вот просто история. И немножко вспомним этот факт исторический. Надеялась сама на себя королева мечей, когда отправлялась совершить вот этот подвиг. И, ну, кто-то скажет, служанка была рядом с ней. Ну, а служанка, она настроена была на то, что она будет делать то, что ей говорят. Поэтому о ее плане не знал никто. Это ей конкретно помогало. Вот в этом ваша сила, мои дорогие, к чему все идет. Потому что есть какая-то ваша задумка, которая целиком и полностью зависит от того, как вы распорядитесь какими-то контактами. Раз. И как вы, вот действительно магом надо быть. Или как вы распределите еще и финансы. Как вы на что-то решитесь и сделаете первый шаг. Интересно, но не могу сказать, что просто. Буду благодарна вашим комментариям. Напишите, может быть, спустя какое-то время, как это у вас проигралось. Итак, сфера любви, личной жизни, ну где? Мы тут словно подзастряли, мы тут никому не верим, мы тут в своих мыслях находимся, восьмерка мечей, карта искаженного восприятия. Но, видимо, прозреть придется. И я не имею в виду что-то плохое. А это то, что вы думали прежде. Бесполезно так думать. Вокруг как будто обстановка поменялась, люди меняются. Сами обстоятельства уже поменялись. Мы рискуем просто, если мы не откроем глаза. И если мы не увидим, что же происходит на самом деле. Мы рискуем застрять надолго. А у вас буквально тут маяк. Тут уже как будто пора, да? Вы на перекрестке эпохи событий и собственной судьбы. И вот этот кубок мы должны рассмотреть. Понятно, с завязанными глазами, что ты увидишь. И вот эта картина мрачная, это ведь девушка смотрит вглубь себя. Мои дорогие, на любые вопросы, что касается личной жизни и вашей личности, не устраивайте себе глубокую философию на мелком месте.
или какие-то сеансы самокопания. Вторая карта — король пентаклей. Да, вы знаете, тут все-таки я вижу взаимодействие, если у вас есть партнер по браку, или пусть это будет касаться даже друг какой-то, да, здесь вам кто-то может прийти на помощь. Но и карта нам советует быть более таких прагматичных энергиях, как король пентаклей. Я говорила в самом начале. Понимаете, у вас все стабильно. Вам это нужно и стабилизировать, и уже как будто вот увидеть вот эту возможность. Это чтобы был праздник, мои дорогие. Может быть, первый шаг сделать очень сложно. Как раз, как, знаете, консерватор мы говорим. Консерватизм в данном случае — это хорошо для того, чтобы не просчитаться. Может быть, материально. Вот считать умеет король пентаклей — это факт. Но и, знаете, одно дело реальность, да, это ведь одновременно по этой карте идут те люди, которые готовы делиться, мои дорогие, не случайно хлеб держит, да. Это тот, который способен прийти на выручку, взаимопомощи. Дело даже не в гороскопе, да, я уже не отношу эту карту именно к гороскопам. Это может быть кто угодно. Это тот человек, который доброй душой, который искренне к вам относится и желает вам добра. Вот здесь есть какое-то взаимодействие. Это тот человек, который, может быть, вам помогает даже, ну вот как увидеть какую-то реальность или словно иным взглядом увидеть то, что происходит в жизни. И вот, наверное, вот это очень теплая карта и стабильная карта. Вот вам где-то в такие энергии нужно пребывать. Может быть, и считать что-то придется, что у нас, а вот и вы. Да, если мы говорим королева кубков. Но не самая такая удачная позиция по части денег, мои дорогие. Может быть, вот, кстати, нам и говорят, что ты помощь принимай, а вот когда давать помощь, вот тут ты будь, наверное, все-таки очень аккуратен. Королева кубков, среди вас много тех, которые ценят своих близких, детей, любят. До безумия, мои дорогие. Вообще сам по себе уют, он имеет значение. Но вот хочется, да, всех под крыло взять, и чтобы всем было хорошо. Почему по королеве кубков и проходит такая безусловная любовь. Карта любящего человека. Это карта альтруиста. Но, как в любой карте, есть у медали, когда две стороны. Так вот, этот альтруизм иногда, по крайней мере, может переходить в самопожертвование. Вот почему эта позиция на финансы, ну, не самая благоприятная. Где-то на волне эмоций, на волне чего-то хорошего, когда мы хотим, безусловно, кто ж этого не хочет, чтобы все наши любимые были счастливы, чтобы им жизнь была более комфортна. Мы и для себя, конечно, тоже желаем стабильности, но хочется, может быть, декабрь все-таки мы смотрим, да, подарков каких-то красивых, особо таких приятных, как исполнить чью-то мечту. Любит дарить подарки королева кубков и наслаждаться, видя, что подарок прямо вот в тему, да. Ну, наверное, не потратить деньги слишком. Я об этом говорила. И первая карта — обойдешься двумя пентаклями. Пусть это выглядит как шутка, но так, если всерьез сказать, то, видимо, вы могли думать, что, допустим, те же подарки будут в одной финансовом эквиваленте. Но будьте внимательны. Тут нужно, наверное, обойтись знаками внимания, потому что два короля пентаклей где-то свидетельствуют о том, что деньги-то у вас будут, но не время их тратить. Потому что какие-то траты, вы их пока не видите. Может быть, на последующий период. Мы спросили, кто или что появится неожиданно. Но тут так пошло, что тут и персональная карта, да, по жезлов. А ведь что, вот если что появится неожиданно, тогда карта может предвосхищать. Ты сейчас держи баланс в деньгах, потому что потом тебе деньги понадобятся. И тогда мы четверку кубков с вами будем трактовать. Все деньги потратил и смотрю в 3 пустых кубка, а в это время приходит возможность. Может быть, бумага важная, документ, какая-то сама по себе спонтанная возможность куда-то поехать надо будет.
Ну, согласитесь, тоже нужны будут деньги. Будьте внимательны с финансами, хотя и финансы к вам приходят. На ваши достижения, что там, чего ждать? Ух, какие-то добрые вести, паж кубков. Может быть, это, кстати, и сведения какие-то от ваших детей, предложения, события, ну, каким-то образом влияют на вашу жизнь. Но сама по себе это хорошая новость. На смену вот такой девятки мечей и разочарованию. Смотрите, нет, тут не все так однозначно. Сначала у нас приятная новость, а потом у нас идут две карты искаженного восприятия и недостатка. Где-то нам карта будет говорить, продолжая ту тему, которую я только что начала, что у тебя будет возможность. Но, возможно, опять же, это будет связано как-то и с финансами тоже. Это не в плане, что вам, да, к вам приходят деньги, а когда вам за какой-то как проект или решение вопроса нужно будет потратиться. Или просто вам будут нужны деньги буквально для того, чтобы куда-то поехать. А тут мы как будто, ну, тоже, да, вот у вас две карты, которые происходят как будто в ограничениях. И здесь мы иногда тоже себя чувствуем как будто скованные, да. Есть барьеры. Но вот иногда и девятка мечей, как будто вон оно, солнышко за окном, но мы-то сейчас находимся в какой-то мрачной комнате. Почему? Недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Поэтому я бы сказала, если вы кому-то хотите сделать красивый такой широкий жест, его не оценят. Вот правда не оценят. Или могут забыть. А вот вы потом будете сожалеть об этом. Будьте с деньгами внимательны, однозначно. Это уже не первое, кстати, предупреждение. Мы тут с вами говорили вот только что по королеве кубков. И как будто эту тему продолжают. Тут, понимаете, вас что-то будет радовать. Это как какой-то такой призыв небольшой или такое большое желание как раз-таки сделать кому-то приятное, но себе какую-то не очень приятную вещь. Да, по пажу мечей, а следом еще какой-то придет. Вот смотрите, на ваши почему-то достижения, да, это может быть связано как-то с вашей работой. Или откуда к вам приходят деньги, да, или еще какая-то ситуация, когда системы взаиморасчетов, может быть, меняются. Ну, хотя я не могу это предположить, но, может быть, как знаете, какие-то непредвиденные ситуации, когда не прошел платеж. У вас там рассчитана какая-то дистанция по дням, а именно вот по дням что-то не состыковалось. И паж — это всегда вестники, ну, иногда и наши дети, это да. Но тем не менее, одна новость вдохновляет, и мы как будто тут решимся на что-то, а следом за ней придет еще и другая. Так вот, у кого-то мы так на широкую ногу сделали по части финансов что-то не очень правильно, потом мы можем об этом сожалеть, буквально карта недостатка, да, и в первую очередь, конечно, это финансы. Ну и взаимопонимание-то оно тоже. Как будто кому не делай, вот, допустим, есть такая персона, кому не стоит делать широких жестов, вас не оценят. Ну, может быть, по пажу мечей это уже другая, следующая новость, которая касается ваших достижений, работы. И то, что у вас было поначалу, то, что вы услышали, потом вам придется переиграть. Может быть, для этого и нужны финансы. Вам с кем-то придется договариваться, мои дорогие, правда. Но вам кто-то все равно, ведь аркан влюбленный нам говорит, сепарация только иллюзия. Все же я больше вижу, что вам кто-то придет на помощь. Может быть и так. Но вы не надейтесь на эту помощь. Может быть и вы кому-то будете приходить на помощь. Тут все-таки мы все разные. Будьте магом и волшебником, правда. И вот, наверное, с самого начала, да, вот все, что мы вот эти первые три карты, как знаки судьбы, нам раскрыли, а остальное это уже все варианты. Или вот те энергии. Вот чтобы был этот праздник, вам придется, может быть, постоянно корректировать ваши, как и методы взаимодействия с людьми, решения тех или иных вопросов. И вроде вы сделали один какой-то шаг и думали, допустим, ну вот теперь какая-то ситуация выровняется, а она не выровняется. Следом еще какая-то новость, а за ней еще какая-то третья. Где-то будьте готовы вот к такому быстрому, ну как,
и вам придется быстро так себя перенастраивать. Ну и к быстрому повороту событий тоже нужно быть готовым. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за ваши искренние добрые комментарии, за вашу эмпатию, за вашу поддержку моего канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.